Привет всем, меня зовут Бактыбала, и это мое первое видео на моем канале, и оно будет про принятие себя. Я вам расскажу, что такое принятие себя, как это сделать, и самое главное, поведаю вам о компоненте, который позволит вам безоговорочно и навсегда принять себя таким, какой вы есть. Прежде чем я начну говорить о принятии себя, я хотела бы рассказать вам про свой YouTube-канал. Когда я только начинала учиться на психолога, я столкнулась с такой проблемой, что концепты психологии написаны очень сложным слогом, который сложно понять и интегрировать в свою жизнь. Поэтому это вдохновило меня создать этот YouTube-канал, где я буду простым языком объяснять концепты психологии, и вы сможете их удачно использовать в своей жизни. Я за самообразование, за осознанность и за образование в целом. Я думаю, чем больше у нас доступной, понятной информации, тем больше желания учиться и познавать себя. Ну что же, начнем говорить про принятие себя. Так что же это такое? Принятие себя — это в первую очередь основа вашего психологического здоровья, эмоциональной стабильности и успешной реализации в этой жизни. Принятие себя — это не только ваша внешность, как вы выглядите, как вы говорите и так далее. Принятие себя — это еще как вы чувствуете себя внутри, что вы себе позволяете ли вы испытывать себе весь спектр чувств и эмоций, и вообще позволяете ли быть себе самим собой. Принятие себя невозможно без главного концепта, и этот главный концепт называется осознавание перманентности процесса. То есть иногда ведь кажется, что вот я приму себя в один прекрасный день, и это будет на всю жизнь, и больше никогда у меня не возникнут мысли про принятие себя. Нет, это так не работает. Главное тут осознавать, что принятие себя — это процесс. Мы не такие, как вчера, мы не такие, как 5 минут назад, и мы уже не такие, как минуту назад. То есть каждую минуту мы меняемся, и каждый день мы меняемся, поэтому принятие себя — это процесс, который следует поддерживать на протяжении всей вашей жизни. Принятие себя происходит на всех уровнях. Это социальном, физиологическом и психологическом. Здесь главное осознавать, что принятие себя — это довольно сложный, трудоемкий процесс, который занимает время. Я хочу вам привести пример. Допустим, вы покупаете домашний цветок и ставите его у себя в комнате. Если вы его просто оставите на неделю, он, скорее всего, умрет. Но если вы его поливаете, опрыскиваете, подберете ему специальное место, естественно, он будет цвести. Также и с вами, и с вашей психикой, и с вашей физиологией. Если вы не уделяете себе время, не поливаете себя, не кормите себя, не спите нормально, то, естественно, можно не ожидать от себя никаких результатов. Сегодня я расскажу вам про два стопроцентных мною проверенных шага, которые я использую каждый день для того, чтобы поддерживать процесс принятия себя на протяжении всей вашей жизни. Первый шаг. Создайте условия для своего личностного роста. Когда психика находится в состоянии постоянной агрессии или ей нужно защищаться, она не может расти, поскольку ей нужны дополнительные ресурсы для защиты себя. Поэтому важно для себя создать условия для личностного роста. Что для этого нужно сделать? Во-первых, откажитесь от новостей. Если вы не умеете объективно читать новости, не впадая в панику, то они вам не нужны, они не приносят вам никакой пользы и никакой стабильности. Второе. Сделайте ревизию информации, которую вы получаете. Посмотрите, на какие аккаунты вы подписаны, что вы слушаете в подкастах, какие YouTube-каналы вы смотрите. И если они не способствуют вашему личностному росту или вашему спокойствию, то лучше от них отписаться и подписаться на новые, которые будут помогать вам и мотивировать вас на достижение. Третье. Откажитесь от общения с людьми, которые не способствуют вашему личностному росту. Неважно, это ваши близкие друзья, одноклассники, сокурсники или родители. Фильтруйте ваше общение, так же как и информацию, которую вы получаете извне. Четвертое. Займитесь тем, что вам нравится.
Если вы не знаете, что вам нравится, делайте то, что вам кажется, что вам нравится. Когда вы начнете заниматься тем, что вам нравится, вы встретите людей с похожими ценностями и с взглядами на жизнь. Не факт, конечно, что они захотят с вами общаться, но в любом случае вы будете заниматься тем, что вам нравится, и это будет создавать в вашей психике состояние стабильности и безопасности. Второй шаг, который вам нужно сделать для принятия себя, это создать условия для вашего физического роста. Здесь два главных компонента — это питание и физические нагрузки. На самом деле очень сложно отслеживать ментальный прогресс, но когда вы занимаетесь физическими нагрузками, вы можете отслеживать наглядно свои достижения, и это вас будет мотивировать дополнительно и давать стимул двигаться дальше. Также смотрите, что вы едите, как вы едите и с кем едите. Благодаря отслеживанию вашего поглощения пищи вы можете многое понять про себя и про свою жизнь. У меня будут дополнительные видео о питании, а также о физических нагрузках, как себя психологически к этому настроить и как вообще разобраться именно с питанием, с темой переедания и расстройства пищевого поведения. И запомните, что мозгу не важно, что вы делаете, главное, с какой частотой вы делаете и во что вы верите. Если вы каждый день утром пьете стакан воды, для мозга это норма и привычка. Но если вы каждый раз при стрессе или при каких-то невротических расстройствах закуриваете сигарету, для мозга это тоже норма и привычка. У вас всегда есть выбор, как поступить. Ответственность за нашу жизнь лежит на нас же самих. На этом мое первое видео подходит к концу. Я хотела вам напомнить, что работать над собой довольно сложно, поэтому не надо себя корить, если у вас что-то не получается в начале, или заниматься самобичеванием. Главное верить в себе и верить в себя и брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Помните, что мы делаем выбор каждый день, и делайте этот выбор в пользу себя. Помните, что развивая себя, вы развиваете людей вокруг, ваших близких и общество в целом. В следующем видео я вам расскажу про расстройство пищевого поведения, а именно про компульсивное переедание и как перестать заедать проблемы и стресс. Благодарю вас за просмотр видео, ставьте уведомления о публикациях, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте о моем канале вашим друзьям и давайте вместе повышать наш уровень осознанности.